Лерка, привет! Зачем я тебе понадобилась так срочно? По телефону нельзя было сказать? Снимая пиджачок, спросила вошедшая в квартиру Оксана. Не телефонный разговор. Проходи на кухню. Лера выключила свет в прихожей и пошла следом за подругой. Заинтриговала. Рассказывай уже. Оксана села за стол и сложила перед собой руки, как примерная ученица, ожидая объяснений. Лера поставила на стол початую бутылку красного вина и 2 бокала. «Ого! Настолько серьезный разговор? Я все внимание», — сказала Оксана. Лера разлила по бокалам вино и села напротив подруги. «Для расслабления и взаимопонимания», — пафосно сказала она, подняла свой бокал и отпила из него. Оксана тоже подняла бокал, но пить не спешила, ждала, когда подруга начнет рассказывать. Я пропала, влюбилась так, что голову потеряла. Живу как во сне, брежу им. Спать ложусь и тороплю ночь, скорее бы утро настало. Не думала, что так бывает. Павла я тоже любила, но не так. А тут Лера одним махом допила вино. Сочувствую. И за этим ты меня позвала, чтобы поделиться новостью? Оксана поставила бокал и встала из-за стола. «Сядь!» Лера одернула ее за руку, усаживая на место. «А как же Павел?» Спросила Оксана, упав на стул. «А что, Павел? Мы вместе 7 лет. У нас все ровно, хорошо. А встретила Олега и пропала». Лера вздохнула. «Осуждаешь? Ты любила когда-нибудь так?» «Нет, вот и не суди», — сказала вдруг резко Лера. «Позвала тебя как раз за тем, чтобы поговорить о Павле». «Пожалуй, я выпью». Оксана сделала несколько глотков, одобрительно кивнула, глядя на бокал. «Ты же влюблена была в моего мужа. Думаешь, не замечала, как ты на него смотришь?» Лера постучала ноготками по столешнице. Она все ходила вокруг да около, не зная, как начать говорить о главном. «Не говори ерунды», — фыркнула Оксана. Лера пожала плечами. «Я не ревную, не думай. Это даже лучше. Я решила уйти от Павла, но сказать ему правду не решаюсь. Жалко мне его». Когда изменила, не жалела, а сказать жалко? Как-то нелогично, не находишь? Оксана отпила из своего бокала. «Что ты знаешь? Он хороший. Я кричу на него, срываюсь, все нервы ему вымотала, а он молчит. Догадывается и молчит. Он не заслуживает, чтобы с ним так поступали, понимаешь?» «Нет, объясни», — попросила Оксана. Лера налила в свой бокал еще вина. «Я могу прямо сказать ему, что не люблю, ухожу, прости. Он отпустит. Но что будет с ним? Мужчины тяжело переживают, когда их бросают. Их самооценка сильно падает. Запьет, опустится, может, еще чего хуже сделает. Не могу я так поступить с ним. Теперь понятно? А я тут при чем?» Лера закатила глаза на недогадливость подруги. «Тебе он нравится. Может, ты даже его любишь безответной любовью». Лера внимательно посмотрела на Оксану. Та отвела взгляд. «Я была бы спокойна за него, если бы рядом с ним была ты, а не какая-нибудь». «А, я, кажется, поняла. Ты хочешь, чтобы я позаботилась о Павле, пока ты будешь кувыркаться с любовником? Ты точно сумасшедшая. Он что, вещь? Пожила, надоел, отдала подруге?» Оксана с залпом выпила вино, поморщилась, вытерла ладонью рот. «Спасибо, подруга, за комплимент. Не знала, что я лучше какой-нибудь шалавы. Нет, это бред. Найди кого-нибудь другого, кому пристроишь своего мужа. А ты его спросила, хочет он быть со мной?» Оксана нервно крутила в пальцах пустой бокал за тонкую ножку. «А это зависит от тебя».
Лера наклонилась к ней через стол. «Нет, у тебя точно крышу снесло. Тебе лечиться надо». Оксана даже покраснела от возмущения. «От любви, к сожалению, лекарства нет, а голову я потеряла. Это верно», — сказала Лера снисходительно. «А если не сложится там, с этой твоей любовью, что тогда? Захочешь вернуть Павла? Мол, попользовалась подруга, скажи мне спасибо за доброту и верни мужа, так?» Оксана раздражалась все больше. «Я не могу ни о чем думать, заглядывать вперед. Знаю только одно — я умру без него», — сказала Лера, откинувшись на спинку стула. Ей явно не нравилось, какой оборот принимает разговор. Оксана промолчала. Что тут скажешь? Они выпили. В голове у Оксаны не укладывалось, что придумала Лера. Но с другой стороны, почему Павел должен достаться кому-то, а не ей? Ведь он действительно ей не безразличен. «Помоги мне, просто будь с ним рядом, отвлеки, уложи в постель, если хочешь. Мне тебя учить?» Лера смотрела мимо Оксаны невидящим взглядом. Бред какой-то. Сидим, пьем, и жена предлагает подруге переспать с ее мужем. Сериалов насмотрелась. Напоминает бесприданницу Островского. Помнишь, чем там все закончилось? Так не достанься же ты никому. Выстрел, немая сцена. Как тебе в голову такое могло прийти? Не кричи. Лера прижала пальцы к вискам. Я просто предложила. Не хочешь? Не надо. Пусть он сопьется. Лера поднесла бокал к губам, прикрыла глаза. Оксана завороженно смотрела, как она глотает вино, как пульсирует жилка в ямочке между ее ключицами, и не могла оторвать глаз. «Просто хочу, чтобы он не страдал, а был счастлив, как и я. Если вместе не получилось, то хоть по отдельности будем счастливы. Хочу, чтобы был он в надежных руках, твоих руках», — сказала Лера, поставив на стол пустой бокал. «О чем спорите, девочки? Надеюсь, не обо мне? Ай-яй, пьете!» — раздался голос Павла. Подруги разом оглянулись. В дверях кухни стоял Павел и улыбался. «Наконец-то! Раздевайся, мой руки, будем ужинать. Мы тут фильм обсуждали», — сказала Лера, как ни в чем не бывало. Встала, подошла к плите и зажгла газ под сковородой. Вскоре из ванной вернулся Павел. «А мне бокал?» — спросил, усаживаясь за стол на место Леры. «Потом выпьешь. Ты отвезешь Оксану домой? Поздно уже». При этих словах Лера выразительно посмотрела на Оксану. «Дай такси вызову». Не понимая говорящего взгляда подруги, торопливо сказала Оксана. «Не надо такси, отвезу», — сказал Павел, не отрывая глаз от тарелки с мясом и картошкой, которую Лера поставила перед ним. «Выйдем, сказать надо кое-что». Лера взглядом и кивком головы позвала Оксану в комнату. Когда они оказались одни, Лера схватила подругу за руку повыше локтя, прижала к себе и зашептала в самое ухо. «Теперь все зависит от тебя. Когда отвезет тебя домой, не теряйся, позови его к себе. Скажи, сломалось что-то, попроси посмотреть, придумай сама, а там не теряйся. Когда он изменит сам, моя измена не будет казаться ему такой уж невыносимо ужасной». Оксана смотрела на подругу, округлив глаза. «Ты хочешь, чтобы я стала соучастницей твоей измены? Обманула Павла? Я не буду этого делать. Это нечестно», — уперлась Оксана. «Ладно, не хочешь, не спи с ним, честная ты моя». Лера оттолкнула руку подруги. Оксана ехала с Павлом в машине по пустынным улицам города. «Извини, что тебе пришлось отвозить меня вместо того, чтобы отдыхать», — нарушила она неловкое молчание. «Да брось, успею отдохнуть. А чего вы напились? Лерка скрытная стала,
Слова не добьешься. У нее проблемы. В последнее время она сама не своя. То рычит без причины, то хохочет до икоты, то плачет из-за мелочей. Не поверю, что она ничего не сказала тебе. Павел бросил короткий взгляд на Оксану. Мы просто сплетничали о своем, о женском, ответила она. Ох уж женские сплетни, ты не умеешь врать, а я не слепой и не глухой. Оксана заерзала на сиденье. Слушай, не будет большой наглостью, если я попрошу тебя взглянуть на кран на кухне. Капает. Боюсь, соседей затоплю, сказала Оксана, чтобы увести разговор от скользкой темы. Сейчас? Павел помолчал. Хорошо, гляну. Согласно кивнул он, о чем-то думая. Они подъехали к дому Оксаны и на лифте поднялись на ее этаж, стараясь не смотреть друг на друга. «Ну что у тебя? Показывай», — сказал Павел, разуваясь в прихожей. На кухне Оксана пошла показывать. Снизу капает. Она открыла створки тумбы под мойкой. Павел отодвинул ее в сторону, заглянул под раковину. Вроде все сухо. Да, а вчера вечером даже блюдце подставляла. Лицо Оксаны залила краска стыда. Ну, Лерка. Инструмент есть какой-нибудь? Оглянулся на нее Павел. Оксана вышла, но вскоре вернулась с небольшим чемоданчиком. Вот, от отца остались. Отлично. Павел открыл чемодан и стал рыться в инструментах. Оксана ушла в комнату, ругая Лерку. Через 15 минут пришел Павел и сказал, что нужно менять кран. Прокладки все сопрели, да и кран древний. Лучше купить новый. Ничего нового он не сказал. Оксана и так это знала. Полгода вызывала слесаря. Значит так, завтра я сам все куплю, возьму свой инструмент, вечером приеду и установлю кран. Может, чаю? Вскочила Оксана с дивана, обрадовавшись, что Павел не поймал ее на лжи. Да нет, ехать надо, поздно уже. Они стояли друг напротив друга, только руку протяни. Зачем она вообще женила его на себе? Думала Оксана про Леру. Я никогда бы не смогла ему изменить. Как сердце стучит. Она непроизвольно прижала ладонь к своей груди, словно хотела унять взволнованное сердце. Как же он мне нравится. Мы никогда не оставались с ним наедине. Неужели не чувствует ничего, не замечает? Павел заметил волнение, отчаянную борьбу в глазах Оксаны. А она симпатичная и смешная, волнуется. А как смотрит? Неужели Лерка права, и она влюблена в меня? Какая-то неведомая сила подтолкнула их. Они одновременно сделали шаг навстречу друг другу, их губы встретились. И тут же оба отпрянули, словно обожглись. Оба чувствовали неловкость от своего порыва. «Ты чай предлагала», — хрипло сказал Павел. Оксана кинулась на кухню, к плите, дрожащими пальцами включила газ, поставила на конфорку чайник. Стала выставлять на стол чашки, сахарницу, каждой клеточкой чувствуя на себе его взгляд. Вспомнила что-то, полезла в шкаф и поставила на стол тарелку с пирогами. Павел наблюдал за ней, стоя в дверях. Потом сел за стол и взял пирожок. «В кулинарии купила?» – спросил он и откусил изрядный кусок. Тут же замычал одобрительно, от удовольствия прикрыв глаза. «Сама пекла», – обиженно сказала Оксана. А Павел уже тянулся за следующим пирожком. «Да? А для кого? Ты вроде одна живешь». Он увидел, как вспыхнуло лицо Оксаны. «Прости», – ляпнул. «Да мы сегодня отмечали на работе юбилей коллеги. Принесли кто что смог. Я пирогов напекла, немного себе оставила. Вкусно?» «Очень. Мама такие пекла. А Лерка не умеет. В кулинарии покупает. Можно еще?»
Павел потянулся за следующим пирожком. «Ешь все!» Довольная Оксана налила в чашку заварки, добавила кипяток и поставила чашку перед Павлом. «А ты чего не ешь?» – спросил Павел, не донеся чашку до рта. «Я не хочу». Оксана села за стол напротив Павла. За окном стояла короткая июньская ночь. Над крышами домов то ли угасал последний проблеск заката, то ли тонкой полоской загорался рассвет. Город замер в ожидании утра. Они лежали на диване, накрывшись одеялом. «А почему у вас с Лерой нет детей?» — вдруг спросила Оксана. «Сначала не хотели, а потом... Лерка еще до встречи со мной сделала аборт. У нее не может быть детей». «Можно же ребенка из детдома взять». Оксана даже приподняла голову от подушки, чтобы лучше рассмотреть в разряженной темноте комнаты лицо Павла. «Лера не хочет, говорить не сможет полюбить чужого ребенка, но мне кажется, она просто боится». «А хочешь, я рожу тебе сына или дочку, или двоих сразу?» Осторожно спросила Оксана, положив голову на подушку и затаив дыхание. Павел удивленно повернулся к ней. «Хочу», — тихо прошептал он. «У Лерки есть любовник». Почему-то тоже шепотом сказала Оксана. Догадывался, теперь знаю. Шепотом же ответил и Павел. Он заснул, а Оксана так и не сомкнула глаз. Когда совсем рассвело, она выбралась из-под одеяла, накинула халат и пошла на кухню готовить завтрак. Стол был уже накрыт, когда Павел вошел в кухню. Увидев теплые румяные сырники и дымящийся кофе, одарил Оксану благодарной улыбкой. Мама всегда так накрывала на стол. «Домой заедешь?» — спросила Оксана как можно равнодушнее, когда Павел отвозил ее на работу. «Не успею. Оксан, я...» «Не надо, я сама», — перебила она его. «Да нет, я после работы куплю кран, прихвачу свои инструменты и приеду. К тебе», — добавил он. «Я буду ждать», — кивнула Оксана, а сердце радостно забилось в груди. Через месяц она сообщила Павлу, что беременная. Он кружил ее по комнате, целовал, а она плакала от счастья, забыв, что он все еще женат. «На развод я уже подал. Через 2 недели суд. А кто будет, мальчик или девочка?» — спросил он, заглядывая Оксане в глаза. «Пока не знаю. Еще рано». Счастливо засмеялась она. Через 2 месяца они поженились. Просто расписались, посидели вдвоем в кафе. Павел нес Оксану домой на руках. Когда она была на 9-м месяце, к ним пришла Лера. «Он бросил меня. Наваждение прошло. Я не знаю, что мне делать», — с порога сказала она. «А вы молодцы, уже успели». Лера кивнула на круглый выпирающий живот подруги. «Павел рад?» «Безумно». Оксана счастливо улыбнулась. «Он скоро придет». Она вдруг испуганно посмотрела на Леру. «Я знала, что рано или поздно ты придешь». «Не бойся», — усмехнулась Лера. «Натворила я дел. Муж был, семья, а я все разрушила. Погналась за призрачным счастьем. Правильно говорят, от любви любви не ищут. Ты только держись, мы рядом». Оксана обняла подругу. В замке заскрежетал ключ, и Лера высвободилась из рук Оксаны. Вошел Павел, хмуро глянул на Леру, улыбнулся Оксане, подошел и поцеловал ее. Она прикрыла глаза. Лера отвернулась от чужого счастья. «Как ты?» — спросил ее Павел. Лера изменилась. Она словно поблекла, осунулась. «Не жалей только», — отмахнулась она. «Пойдемте ужинать, у меня все готово», — сказала Оксана,
стараясь разрядить обстановку. «Я пойду». Лера едва заметно поморщилась. «Поужинай с нами, потом Павел отвезет тебя домой». Остановила ее Оксана. Лера вскинула на Павла взгляд, потом перевела его на Оксану. «Не боишься?» «Нет, не боюсь», — сказала Оксана уверенно. «Я пойду». Лера открыла дверь. Оксана ставила тарелки и приборы на стол, когда от боли перехватило дыхание. Она согнулась, прижала руки к животу. «Скорую?» – беспокойно спросил Павел. «Нет, рано еще. Отпустила», – сказала, выпрямляясь. Но следующий приступ заставил ее застонать. Когда скорая увозила их в роддом, у подъезда стояла Лера и смотрела вслед машине. Уже в полночь Павел позвонил ей и радостно кричал в трубку, что Оксана родила сына. «Сын, представляешь?» «Нет», — холодно ответила Лера. «Завтра я иду покупать коляску. Нужно столько всего. Поможешь?» — спросил Павел уже спокойнее. «Конечно», — встрепенулась Лера. Они накупили столько, что еле закрыли багажник. Лера весело перечисляла, что еще нужно. Но это завтра. Сегодня у нее нет больше сил. «Зайдешь?» – спросила Лера, когда они подъехали к ее дому. «Я ведь сама отдала тебя ей, своими руками, а она не побрезговала, взяла». «Я знаю». Она сразу все рассказала. «Я так счастлив». Он уехал, а Лера долго стояла у подъезда, глядя в темнеющее небо, чувствуя такую же бездонную пустоту внутри себя. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.